Я наиболее вот сейчас вот жестко все слова скажу, чтобы, ну, прям вот трешак был, да? Прошлый год выдался, тут вот надо запикать, пиздец какой урожайный на смерти. На самом деле не только прошлый, просто ты, наверное, в этой теме начал вариться, ну и как бы для тебя это зацепило. Слушай, просто имена такие, ну, прям известные. Да, были такие года. Были? Были. И как бы... Ну, тут нужно, наверное, каждый случай разобрать. То есть нельзя быть бабушкой верующей, да, в данном вопросе, которая будет просто там говорить, что вот там, типа, там люди погибли. Нужно каждый случай разобрать и понять, почему они погибли, сделать выводы. И, в принципе, я попытался для себя это сделать, разложить в голове это все, и у меня есть ответ на этот вопрос. Вот, почему как бы так происходит. Но он, опять же, материалистический, этот ответ, и он, наверное, не к месту, не к разговору, как бы. Безусловно, каждый случай, он очень индивидуален, но результат один. Это грузит? Один. Это грузит, как бы, это заставляет подходить более ответственно к этому вопросу. То есть я там раньше, например, когда начинал заниматься этим спортом, я вообще обо многом не думал, много чего, каких-то скрытых опасностей не видел. Ну, потом я начал понимать, там, в том числе и на своем опыте это все. Но в данном случае надо просто не думать об этом, отойти от этого, потому что это тебе не даст, эти мысли, никаких, скажем так, лишних поводов выжить там, потому что это наоборот будет тебя тянуть камнем на дно, а тебе нужно это все оставить внизу. Если ты решился, если ты вышел на эту дорогу, ты завел машину, все, ты поезжай. Над Караколом ночь, я вижу это небо. Оно спустилось в долины по ручьям, и темнота средь гор рисует путь рассветом. Оно освещает дорогу в Джергалан. Там Иссык-Куль притягивает солнцем среди его соленых и бескрайних вод. Давай еще раз в это море окунемся, начнем новый шелковый поход. Вала-Арче, хорошая погода. На Иссык-Куль уже пришли дожди, так хорошо. На маршрутах год от года, и наша свобода поет среди вершин. Проложен путь шагами Тамерлана, им перепахан и запад, и восток. Среди озер и гор, в верховьях Кыргызстана история снова обретает свой полет. Поверь, магниты гор притягивают в небо. Пики Тянь-Шаня прорезают облака. А Млечный Путь указывает, где мы, на крыше Памира, в палатке на рюкзаках. Вала-Арче, хорошая погода. На Иссык-Куль уже пришли дожди, так хорошо. На маршрутах год от года, и наша свобода поет среди вершин. Желтый песок, так раскалился ветер. Время все ждет возвращения племен. Среди обрывов гор и эхо тысячелетий Памир-Алайский тракт звездою озарен. Ночи холодный звон, ты знаешь эту свежесть. Крутит злой стен
так манит каравшин. А в общем не важно, где ты живешь на этом свете. Путь альпиниста пройдет среди вершин. В Ала-Арче хорошая погода. На Иссык-Куль уже пришли дожди. Да хорошо, на маршрутах год от года. И наша свобода поет среди вершин. В Ала-Арче хорошая погода. На Иссык-Куль уже пришли дожди. Да хорошо, на маршрутах год от года. И наша свобода поет среди вершин. Можешь мне дать это? Как ее называют? Это эпично, конечно, выглядит. Да еще он значок нашел. Из моего дома приехала. Аксу — гора, которую ты уже ходил. Ты как бы ее знаешь, все. Она стоит у тебя на заставке. Стоит. Уже много лет, не знаю, лет 8 или 7. Тебе хочется, ну, скажем так, сделать что-то эдакое именно на ней, чтобы вот прям, ну, как, типа, галочка или... Ну вот что конкретно тобой движет? Нет, слушай, ну галочек у меня точно никаких нет. Я как бы вот этот вообще пережил. У меня была там, наверное, какая-то когда-то такая амбиция, там, типа, там, стать чемпионом России, там, что-нибудь такое. Но сейчас никаких галочек нет. Сейчас просто есть желание сделать что-то красивое для себя, как бы, и для, ну, может, для окружающих каким-то примером, может быть, показать им, что, ребят, как бы, ну, даже в текущей ситуации, как бы, перед вами есть выбор. Вы можете, как бы, двигаться вперед. Даже здесь, на пространстве СНГ, которое, в принципе, нам доступно, да, всем сейчас. Вот. Просто не надо зацикливаться на стереотипах и шаблонах. Ну, так, в принципе, всегда было там в истории человеческой, что победители готовятся к прошлой войне, да, как бы там проигравшие готовятся там, типа, ну, к современной. Ну, это не война, конечно, для меня, но делать что-то не так, не по шаблонам, мне всегда нравилось, потому что был какой-то недостаток ресурсов вечно. Я понимал, что я там не могу оплатить экспедицию полноценную, или я не могу одеть команду там из 8 человек, да, там, но зачем мне 8, когда можно вдвоем, скажем так. Вот, и это накладывало свои отпечатки, приходилось действовать там из того, что ты имеешь. Вот. И я начал получать от этого удовольствие, от этого нестандартного подхода. И, конечно, это интересно. Здесь тоже, ну, мы сейчас попробуем с тобой применить просто нестандартный подход к делу. Абсолютно нестандартный. И сделать, как бы, за счет каких-то наших сильных сторон компенсировать отсутствие, ну, слабых. Точнее, не отсутствие, а наличие слабых. К сожалению. Да почему, к сожалению? Ну, блин, все мы люди. Какие у тебя слабые стороны? Я тяжелый. Ну, как бы я ничего не могу с этим поделать. Могу, наверное, там 5 килограмм скинуть, но не 15. Рост высокий, он мешает. Очень часто. Ты знаешь, что интересно, низкие думают, что низкий рост мешает. Ну да, как бы, но ты посмотри на всех там скалазов, этих там, как бы, там, они все, ну,
как бы ниже меня сантиметров на 10 точно. Спать буду стоя. Жека, любовь? Конечно, любовь. Да, добрый. Ушастый. Помощник. Друг. Я говорю, засосет. Уже почти, если бы я не сказал, то все, сейчас бы пошла бы это Селин Дион. Every night. Ты занимаешься достаточно опасным делом, тем не менее. Что не говори, как бы там ни готовься, но альпинизм – опасная профессия. Ты не думаешь, Наверное. что это сильно влияет, может иметь влияние на твою личную жизнь? Которой нет. Ну да, конечно, это влияет на это. Ну, каждый выбирает для себя, что ему важнее. Не знаю. Может, это любовь? К чему? К горам? Или к самому себе? Это ты сказал. Ну, я сказал, да. К горам точно любовь. К себе, наверное, вряд ли. Я себя как бы никогда не любил и не ставил на первое место там, чтобы прям мир вокруг меня вращается. Это не так. Не будет меня, ничего не изменится, как бы. Солнце будет вставать, люди будут ходить на работу. Просто у тебя есть твое время, и ты должен его прожить так, как бы, как ты хочешь. Чтобы потом не было больно за то, что ты даже не попробовал, не рискнул. Вот и все. Ты можешь хотя бы попытаться сделать какие-то выводы, дальше пойти куда-то. Но если ты ставишь себе мечты и не пытаешься их реализовать, эти мечты, значит, это не мечты, а
ну, просто какие-то замки воздушные, наверное. Вот и все. Ну, план такой, то есть, где ночь застанет, там и я ночую. Гамак повесил, все, то есть, мне не надо там ни полок, ничего, никаких. Просто лезу, и все, в равномерном темпе. План первый день в идеале переключить, ну, пролезть карниз, за ним заночевать где-то наверху. Маршрут? Чаплинского. Да, центр северной стены с уходом вправо перед носом. Выше креста вправо по Ледовой речке получается. Потом лезу дальше, и как бы там есть вроде как полка по описанию, ну типа до нее или не до нее, не знаю. Вот. И в третий день, ну как бы, типа зацепиться за лед или выскочить на гребень. Вот. Четвертый день резервный, пятый, ну типа восходительский, вот так. Шестой вниз. Вот. У меня как бы еды вот на 6 дней. Дедлайн 18. Угу. 18 дедлайн, как бы, ну, я по-любому должен сдюльферять 18. В последний момент закинул фифы для льда. Не знаю, понадобится, нет. Куча расходных якорей всяких разных. Ну, можно было их оставить на спуске. Тяжелая собака. Ну, как бы. А какой навскидку вес? Стартовый? Ну вот железо. Ну, мне кажется, килограмм 20 без веревок. Две веревки. И всякие расходные шнуры вон там в огромном количестве. Сразу нарезал их под петли, чтобы можно было их оставлять проушины и так. Плюс того всего, что оно расстреливается сразу, то есть, ну, как бы петли собираюсь сразу делать спусковые, поэтому чем выше лезешь, тем легче вес. Посмотрим, как идет. В принципе, все отработано уже, ничего лишнего нет. Женя, Ау, а что отработано? что отработано? Техника передвижения, На сложном рельефе? ну, на сложном, на простом, на любом. Выживание там на стене, на горе. Взаимоотношения с горой. Ты взял с собой щитбэк? Нет. Не взял. Я взял с собой вот вместо него. А, ну тоже пойдет. Предупреждаешь, да, просто? Поковыряться, да, можно будет. Аксу — это капитан, поставленный на Аляску и поднятый на 5000 метров. Ну, это типа Эверест для технарей. Ну, для тех, кто там лазает. То есть там ты сходил на Аксу, ну, значит, там сходил на Эверест. Это, ну, проблема, наверное, просто освещения в медиа, того, что как бы, да, все знают там Эверест, но Эверест превратился там просто в цирк, мне кажется, сейчас. Когда тебя ведут два шерпа, как бы, и меняют тебе баллон кислородный, думают за тебя, перещелкивают тебя к веревкам. Ну, мне такой альпинизм не интересен.
Кому будешь привет передавать? Да. Всем, кому я нужен, привет. Что ты считаешь своим самым большим достижением в альпинизме? Я задумался. Слушай, правда задумался? Не знаю. Наверное, экспедиции в новые районы куда-то. Мотивацию людей на что-то, которые были со мной. Мне многие говорили из ребят, кто там с нами ездил, они говорили, что это было лучшее, что было со мной в горах. Ну, не от одного человека это слышал. Наверное, это самое лучшее. А там какая-то сложность, там какие-то там... Это все было для себя. Вот. Евгений, не расскажете, что вы делаете? Снег чищу. 10 рублей за квадрат. Тренируешься, да? Обычно, ну, Потому что забросились, а ты даже не устал, да? как не устал? Устал, конечно. Но ночь скоро. Чем быстрее закопаешься, тем быстрее отдохнешь. Ну, заниматься альпинизмом и не любить это вообще несовместимо. И я видел кучу людей, которые на самом деле не видят, ну, не любят альпинизм, которому он осточертел, но они просто продолжают им заниматься, потому что они другого ничего не научились делать, наверное, в жизни. И вот это, мне кажется, самая вообще такая трудная вещь, когда... Ну, все мы перегораем, все мы что-то новое хотим, да, но нужно вовремя уйти, мне кажется, если ты просто перегорел, сказать самому себе и все. У тебя горит огонь. Ну, еще да, есть огонь. Я бы попробовал еще многое. Ну как? Сколько? 10 часов перед стартом? Ну, Меньше? типа того, да. Ну вот теперь ты улыбаешься. Слушай, да я спокойно вообще, на самом деле, мне кажется, все будет нормально. Вообще. Закопались в нору, в пещеру. Вот у нас вентиляция, тепло. 3650. Мы где-то, 150. мне кажется, в метрах 800 перед Аксу, да? Ну да, тут идти там, типа, час до начала маршрута. Долго к этому шли. Ну, Шли.
1,5 дня шли сюда. Сегодня, конечно, затащились. Вообще, блин, классно, что у нас получилось затащиться за раз. Спасибо тебе большое, что ты взял веревки. Это прям было круто. Но у меня, наверное, был рюкзак 35 точно. Не знаю, насчет 40. Ну, тяжелый, короче, я прям задолбался его нести. Ну, в принципе, я когда тебя снимал со спины, тебя не было видно. Знаешь, как будто ноги у рюкзака отросли. Ну, так и было. Ноги отросли у него. Что-то давно не таскал таких кулей. Но зато мы затащились за день, откопали норку здесь, и, в принципе, у нас все по плану, по нашему. Главное, нам в окно уложиться, была бы погода, как все остальное есть. Вот. Удачи нам. Ну да, удачи нам. Погоды, ну. Вот. Ну, потому что бесполезно терзать себя какими-то сомнениями, бесполезно пытаться там паниковать или наоборот каким-то ложным позитивом себя настраивать на что-то. Нужно, ну, просто быть спокойным, идти к этому и все. Иначе это не бывает по-другому. Ну, у меня уже не бывает. В жизни было по-разному, но сейчас я научился так жить. Это называется научным языком логотерапия. Когда ты сам просто абстрагируешься от этой ситуации и живешь себе спокойно, но в нужный момент ты берешь там и делаешь. В принципе, я такую для себя всегда принял модель поведения. Когда предстоит что-то такое сложное, ты просто в текущих делах погряз и все, и дальше спокойно. Просто это мое, это нужно понимать, нужно до этого дойти. Но и обычный там человек или альпинист может вообще это не понять, сказать, ну что, какая-то фигня, там чужой маршрут, там типа, стена, которую ходили уже, вот ты там поезжай куда-нибудь там, залезь что-нибудь новое. Поеду, залезу, будет возможность. Но здесь просто я хочу туда, все. Знаешь, я задумался, но это, наверное, кайф испытания. Когда ты идешь по ступенечке по такой, все время вверх, 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 и потом оглядываешься назад такой на несколько лет, думаешь, блин, я подрос. Сейчас я стараюсь как бы не думать о испытаниях. Я просто понимаю весь тот объем работы, который нужно сделать. Но думаю, что для меня это важный этап такой интересный. Не могу сказать, что это там прям основное мое в жизни альпинизм, но мне просто нравится, как я его воспринимаю сейчас и как я до этого дошел вообще. Это, конечно, такой сложный путь, как бы, не дай бог его повторить никому, но мой путь, у меня его ты не заберешь, что бы вообще не было. Я иногда, знаешь, такое смотрю, вообще там в какой-нибудь рутине погрязнешь, думаешь, блин, а вообще со мной это было? Вот как бы я там был там, или это вообще я? Потом такой раз, да, действительно это я. Все, друзья, настало утро решающего дня.
полез. Вон там где-то Кирилл пошел вниз. Остался я на горе совсем один. Сейчас спустился к нашей пещере, смотрю на гору и просто в шоке. Соло это же не просто лезешь. Ты еще и спускаешься. Вот наблюдаю, как Женя сейчас спустился уже пролез вторую веревку, спустился за тем, чтобы разобрать станцию, и жумарит наверх со снарягой. Просто мощно. Вообще мощно. Во-первых, высота. Во-вторых, туда-сюда. И только один. Солоисты, железные люди. Меня там учили с детства, что соло плохо, там, что соло там, это все там, не соответствует каким-то там требованиям, нормам. Как бы. А где плохо, что плохо, я не видел это ни разу. Ну, от чего это плохо? То есть я как бы всегда отдавал отчет то, что я делаю, к чему я иду. И все. Я никого не напрягаю, я никому ничего не обещаю. Как бы. Работаю в ледовом кулуаре, пролез 2 веревки ледовых. Ну, все нормально, короче. Первый день, старт. Работа идет. Попутно оставляю петли спусковые. По ним буду спускаться потом сразу же. Рюкзак этот, конечно, задалбывает. Ну, сегодня стартовый вес самый большой. Какая-то станция старая, говно.
Слушаю. Как дела, Жень? Ну, я, пролез 5-ю веревку, то есть 1-ю под карниз, пилотную. В принципе, вообще нормально все лезется. Там кое-где стамбура встречаются. Ну, такие беспонтовые где-то нормальные. Сейчас буду рюкзак туда поднимать. Осталось где-то до карниза метров 30, может. Отлично. Погода только что-то как-то непонятно, там над Аксу какие-то облака. Ну да, не знаю, может быть, запросить прогноз. Вечером, когда буду созваниваться, обязательно запрошу. Так, во сколько связываемся? Следующая связь всем, как договаривались. Ну все, давай, до 7 СК. Удачи. Давай. Точка зрения техническая для меня уже ничего не решает. Понятно, что современное снаряжение, способы его применения и команда, можно пройти любую стену. То есть вопрос твоего стиля, что ты допускаешь для того, чтобы ее пройти, эту стену. Ты можешь пройти маршрут там, допустим, не очень сложный на Аксу, тот же там холодный угол, но пройти его чисто, например, без ЭТО, просто с инструментами в двойке, такого никто не делал еще, даже не пробовал. Точнее, мы пробовали один раз. Но у нас там летом сильно много не получилось пролезть, потому что там просто сыпало. Это интересный стиль, это это тебя ставит на, на современный уровень. Просто там собрать 8 человек, организовать этих 8 человек так, чтобы, командная машина беспрерывно лезла и ТОшила. Это можно, это хорошо, это профессионально, но это уже не стильно, мне кажется. Потому что, это делали много раз. Финиш первого дня. Снимаю с каски, поэтому я без каски. Долез я до какого-то такого положения небольшого. На уровне, не знаю, 7-8 веревки кулуара. Погода что-то куривается. Поеду спать. В общем, все окей, все классно. Устал, конечно, жрать охота. Бывает. Устроился на первую ночевку в гамаке. Сегодня будет сыпать сверху потихонечку. Неудобно, конечно, очень, но платформа я бы, походу, еще больше задолбался ее тащить. 5 килограмм. Нужно избавляться от любого веса лишнего. Пролез сегодня карниз. И от карниза еще 1,5 веревки. Можно было там ночевать, но мне было вломы тащить рюкзак. Я решил просто больше лезть. Завтра 2 веревки перил отогреюсь. Буду лезть. Спокойной ночи. Прием. Женя на связи. У меня все нормально. Я, прожималил веревку одну, провешенную с такими вещами. Сейчас буду вторую жумарить. Действуем тогда по плану. В 2 связь, да? Да, в 2 связь получается. Все, договор. Все, давай, СК. Кирилл, прием. Женя, слушаю. Я пролез еще 2 веревки, от того места, куда утром дожумарил. Сейчас вроде микс.
И за ним и полаживание какое-то. Кстати, толстые веревки нормальные были вообще. Ну, пи***ц, я перегрузился, походу, вообще надо выкидывать пол рюкзака. Ну, короче, вот такая фигня. Я ничего не испытываю вообще. Как бы, ну, для меня, ну, просто как будто не существует этой границы, ну, вниз и все. Я туда не смотрю, я как бы не обращаю на это внимания. Ну, если это не какое-то там совсем, знаешь, опасное место, где над тобой там что-то нависает, может отвалиться. А если там, скажем, есть там полка, чтобы хотя бы 2 ноги поставить, и есть как бы там рельеф, за который можно зацепиться, и карниз, под который спрятаться, да, все отлично вообще. Я просто упаду, уставший, и засну, и утром проснусь, и все. Ну, как бы, вот так было и есть. То есть, ну, просто это, опять же, та же ступенька, знаешь, к которой ты идешь. Если тебя взять, там, любого обывателя сейчас поместить в эту среду, естественно, ему станет как бы не по себе. Если нас сейчас с тобой, там, меня в подводную лодку посадить и на дно отпустить, может, мне тоже станет не по себе и страшно, и я захочу оттуда выбраться. Потому что ну, для меня это первый опыт. А когда он у тебя есть, этот опыт, уже приобретен, то как бы ты знаешь, чего ждать. Все. Мне кажется, это естественно для любого дела. Помнишь, да, там свои ощущения, когда ты там первый раз машину взял за руль и поехал на ней сам самостоятельно. Страшно, да, как бы там, блин, вокруг все едут, что-то сигналят там тебе. А ты такой это. А потом нормально. Есть какое-то достижение в альпинизме, после которого ты скажешь, ну, наверное, и все? Или это непрерывное движение вперед? Да нет, есть, наверное. Я и сейчас могу сказать все как бы. То есть, в принципе, все, что я себе планировал в жизни в горах, я достиг. Для себя именно тех, рамок, тех как бы понимания этого спорта. Я понял. Может, не было каких-то там супер объектов, знаешь, там, которые гремели, были бы знаковыми, но это, опять же, материалистическая причина этому, не какая-то внутренняя. Поэтому будем идти по этой дороге и посмотрим, куда она приведет. Я, конечно, хочу, чтобы со мной ничего не произошло, хочу, чтобы у меня все конечности были целые, потому что я не знаю, как жить без там пальцев на руках там, и так далее. Это очень трудно выживать в современном мире. Поэтому будем двигаться вперед. Вон туда пролез веревочку. Такая трудовая веревка. Еще, наверное, 1 или 2 до полаживания будет. Вечер 2-го дня. А сегодня вообще нормально так пошло. Тут такие классные миксовые веревки. Короче, 3-ю веревку лезу просто лазаньем с молотками. И надо признаться, кайфую. Вот думаю сейчас, где ночевать. Либо вот тут, либо вот на вот этом уступе. Ну и еще, наверное, веревку пролезу дальше. Интересная история приключилась сегодня ночью. Короче, я порвал гамак. Не знаю как, но там 2 дырки теперь внизу. И спать на нем невозможно, висим. Благо подо мной полочка, я полусидя пересидел вот сейчас вот на жопе на полочке. Короче, вариант 1 прорваться до гребня. Вот так вот. Я думаю, что реально я до сегодня вылезу веревки до льда. И завтра попытаюсь облегчиться, наверное, все оставить здесь на маршруте, что можно, и налегке полезть на гребень.
Но потому что там прям серьезное ухудшение. До 30 миллиметров осадков там буквально практически за раз. И похолодание до минус 7 в Баткене. То есть здесь на горе, наверное, минус 30 с лишним будет. Ну это когда начинается оно? Получается 16 числа. Сегодня у нас 14 среда, 15 четверг, 16 пятница. Ну, я не знаю, как вообще, где критерий сложности, понимаешь? То есть для меня вот до сих пор я самое экстремальное восхождение свое считаю. Там это 5 Анна Саан, когда мы ходили, ее там мне было 18 лет. Просто тогда набор как бы препятствий перед нами и нашего опыта, он был, ну, намного выше, чем как бы тот запас прочности, который у нас был. Вот. А здесь, ну, посмотрим, как пойдет, как бы, я вообще не знаю, залезу я туда или нет, как бы, может быть, не получится ничего. Тоже может быть. Ну, в этом и интерес. Вон туда пролез. Классная веревка. Всю залез лазанием вообще. В кошках с инструментами. Хочется уже быстрее добраться до этой ледовой сопли, но непонятно, еще долезу сегодня или нет. И где буду ночевать, тоже непонятно. Таскать на себе приходится этого друга. Самое тяжелое — тащить рюкзак, когда пролезешь пить. Короче, я долез до креста, провесил все свои 2 веревки до него. Там осталось метров, 20 до льда. Ну все, дальше лед. Ты как-то как будто более бодро звучишь, чем предыдущие дни. Да не, я устал на самом деле вообще сильно. Ну ничего, сейчас решил пораньше спуститься, отдохнуть. Но я, думаю, завтра попробую. Ходом, да? Ну, есть идея вообще все оставить. Взять горелку только, теплые вещи. И, туда мотануть. Я тут часть петель уже приготовил. До сюда, если что, спуститься. Тут тоже неудобная у меня ночевка. Но идеально бы было еще на 2 веревки ниже съехать. Завтра там есть полка. Если я туда буду тащить все барахло, просто выматывает просто не лазание, а именно вот этот баулинг. Да, я понимаю. Вот идея такая, но не знаю, наверное, встану пораньше. Сегодня у меня тоже ночь будет сказочная в порванном гамаке на полочке. Но, вариантов нет. Я с тобой мысленно. Спасибо, чувак. Слушай, я очень надеюсь, что я завтра справлюсь, Ну, Жек, на самом деле на этом мир не сошелся. Действуй по ощущениям, потому что самое главное, это сам знаешь что. Да понятно, у меня все нормально, просто, я тебе говорю, выматывает прям вот этот баулинг. Ну, тебе точно не надо задерживаться, то есть если завтра, делаешь, значит ништяк. По-другому никак, потому что там погода просто вообще жесточайшим образом меняется. А когда 16-го, во сколько она меняется? Стоит 16-го вечер, то есть с 6 часов можно рассчитывать, что начнется ухудшение. Выработал для себя стратегию, что я буду дельферять по пути подъема, не буду искать никаких обходов. Я часть петель сделал, часть нет. И я, получается, уже часть крючев оставил, часть проушин сделал. То есть, буду дельферять с вершины прям сюда. Это геморройно, но варианта нет. Мне кажется, ты на поиски потратишь еще больше времени. Да. Тут и так понятно, кое-где что-то попадается местами. В принципе, не сильно много забить железом. Кирилл, у меня батарейка садится, 2 деления осталось на рации, не буду Давай завтра 8 связь. Все, договор, 8 связь. Все, давай, спасибо. Закончился 3-й день лазательный. Подустал, конечно, нормально. Здесь буду ночевать в своем порванном гамаке. Но я придумал, как сделать, пока полусидячая ночевка получится. Чуть-чуть бы веревки, вон там полочка нормальная, но я все вывесил. Почти осталось метров, 15-20 до льда, и все, там сосульки ледовые идут больше. За 3 дня, мне кажется, до креста долезть — это норм вообще. Вот.
Завтра, наверное, налегке полезу на гребень. Вариант такой. Очень красивый закат. Наконец-то есть хоть чуть-чуть времени полюбоваться им. А это красивый откол Мошникова. Когда-то мы там лазили в нем. Монолитный гранит. Такой вот быт на стене. Благо есть где горелку поставить. Это уже хорошо. Ну вот так происходит готовка. У меня 2 блюда. Lazy Snarky от моих друзей. И вот Adventure Food. Не могу сказать, что мне больше нравится, но ем и то, и другое. В общем, всем спасибо. Особенно ребятам с Lazy Snarky, кто давал еду. Вот так вот происходит процесс приготовления. Возвращаемся. Ни хрена, наверное, не видно. Но это сейчас ночевка в гамаке, в порваном. Пол жопа лежит на полочке. Остальное все висит. Ну, короче, выжить можно. В принципе, больше ничего и не надо. Полка бы побольше была. Вообще было бы круто. У меня гамак сегодня порвался, вообще пи***ц, я в 2:20 встал. Погода вообще кал, просто метет, постоянно дует. Внизу тоже дует. Ну, короче, я попробую, попытаюсь, если что, буду дергать, наверное. Как бы, если ты, ну, как бы тебя это давит, грузит, ну, просто развернись на любом этапе, ну, развернись, уйди, как бы там. Никто тебя не осудит, тем более, ну, здесь тут никаких не ставится там задач каких-то там, что-то отработать, вот. Поэтому я, ну, было дело, я разворачивался, ну, просто потому что неохота, ну, чувствую, что я не могу, не хочу, или давит, или тяготит меня что-то. Я просто развернулся и ушел, как бы, нормально. Четвертый день нашей телестройки. Заканчиваю лезть весь лед. Там ничего не видно, наверное. Но я, короче, уже высоко. Почти на вершине Искандера. Устал, конечно, но ничего, силы есть. Думаю, додавлю. Росфронт. Кошки все в фламину затупились, вообще обмикст. Просто не держит, если бы не фифа ледовая. Мне в хана здесь, а напильник я не взял. Женя, прием. Ну, я, короче, мне веревки 3 до гребня осталось, наверное, может быть. Тут микс, короче, я тут, блядь, слетел на миксе. И прикинь, у меня кошка улетела одна. Пиздец. Ну, это не пиздец, я на ледовых фифах смогу пролезть. Ну, короче, Ну понял, давай аккуратно. ну да, я что-то поторопился. В принципе, ничего страшного, как бы все поймало меня. Но, блядь, без кошки, без одной, ебаной. Слушай, давай это, соберись и давай нормально, чтобы все было. Все, давай. Ну, я, конечно, переночую, но это будет непросто, но мне кажется, надо ебашить. Во-первых, я сейчас дельфирять, уже, наверное, не в состоянии, потому что, ну, устал просто, и тут некоторых станций нет. Я уже все передумал, но, блядь, отступать не дадут, это пиздец. Но если даже снизу дует, то я представляю, как наверху дует. Ну, я когда вылезу, я смогу удеться, там, правда, на гребне есть еще пара стенок и катушки, но, как бы, мне похуй, я могу просто всю ночь лезть на вершину. Ну, если у тебя еда есть, если, в принципе, теплая одежда, то, наверное, не знаю, Жень, тут тебе решать. Еды у меня только чай, 2 пакетика кофе и 2 сникерса осталось, и все. Я оставил внизу все со спальником там всем. На кресте? Ну, даже ниже, где вчера ночевал.
Я тебя понял. Ну что, давай тогда, может быть, связь чуть чаще будем делать. Ну давай. Че, с кем тогда? Как темнеет, короче, давай. Да, давай всем. Может, сейчас веревку прорезаю, то сейчас. Все, пошел наверх, давай. Ну, пролез веревку, короче. Вообще адовый внутренний угол. Дальше вроде еще одна, но тут дует, пиздец, я не знаю, вылазить на гребень или нет. Смысла. Женя, если можешь, мое мнение надо дюльферять. Думаешь, а вдруг успокоится ночью? Слушай, я тебе как друг скажу. Если у тебя есть силы, если ты реально чувствуешь, другой разговор. Но ты оцени свои силы реально. Не, силы есть, нормально. Я сейчас чаю хочу попить, накипятить. Потому что целый день только один термос пить. Короче, если не ветер, то ночью я вообще легко проживу. А если ветер, Жека? Это внутренний угол. Там подальше. Ну, решай. На гребень я не полезу, наверное. Может, еще веревку пролезу. Типа вот эту сложную. Ну, вообще неохота дюльферять. Тем более сил-то у меня нет. Как бы, сейчас надо внимательным быть. Я, Жека, не знаю, что посоветовать, честно. Да ничего, просто будь рядом, и все на связи. Давай там через часик свяжемся. Женя, прием. Прием. Повтори. Я говорю, у меня все нормально, вскипятил литр воды. Уже хорошо. Даже горячий. Попал так попал. Меня еще, видишь, рубит, я в 2 часа ночи встал. Какой план? Ну, я посижу, почилю, посмотрю. Может, пойду веревку повешу еще одну. Может, найду получше место от ветра, где спрятаться. Давай, Жека, надо как-то ночевать. Не отлита-то пуля еще. Да можно погибнуть, блин, вон, выйди из этого, из комнаты. На улицу в тебя влетит машина, ты погибнешь. Сядешь к какому-нибудь дураку за там, таксисту, он куда-нибудь влетит, или там самолет упадет, или там пароход утонет. В принципе, как бы куча людей боятся смерти, но они погибают от скуки или там наживают себе болячки хронические, от которых умирают раньше времени. Мне кажется, этого надо бояться просто обывательщины какой-то, не знаю, мещанства какого-то. Мне кажется, ну, для меня это так. Я никому не навязываю свою точку зрения, но для меня это так. Погрязнуть, знаешь, там, в разговорах о сортах масла, там, о свежем хлебушке и вот это вот. Я видел это в жизни, это страшно вообще. Это личность разрушает. Ну, я жив-здоров, все нормально. Крепился, держался, боролся. Ничего не лез, я вот ту веревку повесил, одну спустился, вырубил полку хорошую. И на ней пил, ел, лежал, спал, думал, грелся. Жень, что надумал? Ну, надо на вершину лезть, мне кажется. Хуй нет-то. Что с погодой? Слушай, ну тут она крутит, мутит, то есть как бы тебе, может, не видно, тут то звезды, то не звезды, то задунет, то нет, как бы, сейчас вот тихо. Понял тебя. Ну, как бы сейчас вот воды натоплю, соберусь. Там осталось, я посмотрел, мне одна веревка этого угла пролезть. И как бы, ну, там какие-то выходы на гребень. Гребень, я знаю, там одна стенка и катушки. Ну смотри, я пролез сложную веревку вот эту, которая до гребня, дальше там дорога и походу все гребень. Как ощущение? Да, ощущение нормально, чуть подтормаживаю, но вот эта погода, конечно, на стене там лучше не попадать на центре. Там будет третий засыпать просто. Жека, так а дело-то в том, что у нас сегодня вечером же ухудшение. Да ухудшение это что там за ухудшение? Прям снегопад? Ну да, я ж тебе говорил. Понятно. Ну, хз, я уже теперь попробую, наверное. Я себе поставлю дедлайн какой-нибудь часа в 4 и уже начну спускаться. Такая погода. На гребне там дальше. Там еще хуже. Хер знает, мне всю стену дюсерить еще лучше. Прям вообще не охота на месте. И снизу, и сверху, отовсюду.
Я сюда лез 4,5 дня. По маршруту Чуплинского. Погода, конечно, не дала. День без погоды. Я залез сегодня туда. Ну это самоубийство, сейчас слезть с такой погоды. Здесь отморозишься. Еще дюрферять стену. Поэтому вот так. Иногда, сука, приходится принимать решения. Вон какая лютая дичь творится. На стене идут сплошные лавины. Буквально, не знаю, изменилось все за полдня каких-то. Там где-то моя заброска. Через веревку валю с гребня вниз. Уже проехал довольно много. Мои станции приготовленные. Вот. Ну а тут можете посмотреть на состояние самого альпиниста, который попадает в эту снежную дичь. Просто снежный ад какой-то. Все это на почти 1,5-километровой стене, где ты один абсолютно. Непривычное, конечно, ощущение, но прикольно вообще. Интересный опыт. Вот она, Белая река. Аксу называется Белая река, потому что снег с ней течет беспрерывно. В случае пойти какой-то снежок, всю ее стену охватывают лавины сплошные, и ты в их эпицентре. Это просто прикольно. Не дай бог такое испытать. Вот. Кирилл, ты на связи? Женя, прием. Я, короче, дюрферял до своей станции, где заброску оставлял. Ниже креста. ЖК, это абсолютно правильное решение, я тебя поддерживаю на 100%. Да ты чё там, пи***ц там? Я на гребень вылез, там такое дуло. Там можно все отморозить. Женя, да там, блядь, сдуть может. Стену я прошел. Осталось только до вершины дойти, там несколько веревок. ЖК, ты вообще красавчик. Я там чуть не сдох внизу, а ты, блядь, на стене. Я тебя уважаю вообще. Ладно, надо еще не сдохнуть, дюрферять. Давай аккуратно соберись. Все, понял, давай. Спокойно дюрферяю. Жека, я на связи, если что, даже выключать не буду. Да, не надо, но у меня тут станции 4 есть, я сейчас дюрферяю. Потом надо будет еще штук 6 надо сделать. Понял, Жека? Ну все, давай. Если бы у тебя была возможность выбрать любого альпиниста за всю историю, с кем бы ты хотел в двойке сходить какой-нибудь маршрут мечты? Прикольный вопрос. Не знаю, не задумывался. С братом, наверное. У нас есть запас времени, он ограничен у всех. И мы вольны им распоряжаться так, как бы считаем нужным. Жизнь продолжается, надо идти вперед. Нет другого у нас варианта.